Специалисты в интернете утверждают то, что у всех есть застой лимфы, что вам нужен лимфодренажный массаж, лимфодренажные прыжки, что вы должны тереть себя сухими щетками, причем только по определенным линиям. Смотрите это видео до конца, чтобы выяснить, есть ли у вас застой лимфы, от чего у вас еще могут быть отеки и нужен ли вам вообще лимфодренажный массаж. В конце будет пара полезных упражнений. В последние лет 5 фитнес-блогеры и массажисты-самоучки, видимо, открыли для себя лимфатическую систему, то, что она есть у нас в организме. И, конечно же, начали винить ее просто во всех бедах человечества. В лимфатической системе есть сосуды, узлы и органы лимфатической системы. В узлах содержатся клетки нашего иммунитета. И если в тканях рядом с узлом идет какой-то воспалительный процесс, то узел обычно тоже воспаляется, потому что именно туда, из этой ткани, отправляются остатки бактерий, возможно, и иммунные клетки. Если у вас болит горло, например, то вы сможете нащупать поднижнечелюстные лимфатические узлы или, возможно, увеличенные околоушные. Когда узел воспаляется, он не позволяет инфекции проходить дальше по лимфатической системе, то есть локализует инфекцию в одном конкретном месте. К органам лимфатической системы относятся миндалины в горле, селезенка, печень, тимус и красный костный мозг. Все эти органы обеспечивают нас иммунитетом и участвуют в образовании и хранении иммунных клеток и антител. А сейчас я вам открою одну страшную тайну. Если вы делаете какой-нибудь лимфодренажный массаж, совершенно неважно, в каком направлении и по каким линиям вы это делаете. Как на лимфатический сосуд не надави, лимфа всегда будет идти в одном направлении, к сердцу, наверх. Потому что в лимфатических сосудах есть клапаны, которые просто не пустят ее вниз, не дают ей оттекать обратно. Поэтому направление движений совершенно не важно. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео и не вестись больше на мифы о здоровье, которыми вас активно пичкают. Лимфа выполняет роль дренажной системы. Из капилляров, из крови отфильтровывается вода и уходит в ткани, в межклеточное пространство. Клетки забирают столько, сколько им нужно этой воды, а излишек отправляется в лимфу, чтобы не было отека тканей. Также лишняя жидкость может образовываться при разрушении ткани, потому что разрушаются клетки, их содержимое выливается. Это тоже жидкость, и ей нужно куда-то деться. Лимфа затягивает в себя токсины, затягивает в себя лишнюю воду, остатки бактерий, мертвые эритроциты, например, которые образуются в тканях в месте пореза. И все это она несет в лимфоузлы и в печень, где эти продукты нейтрализуются и переходят в кровь, чтобы потом их можно было вывести через почки, либо через печень. То есть, если кровь – это такой большой тоннель, по которому идет вода, то лимфа – это ливневки по бокам дороги, которые отводят воду с тротуаров и с дорог, чтобы ваши ножки остались сухими. Кроме этого, лимфа помогает всасываться жиру. Если посмотреть на кишечную ворсинку в разрезе, то там будет проходить кровеносный капилляр, в который будет забираться из кишечника аминокислоты, сахара, различные соли, и лимфатический капилляр, который будет собирать жир. Позже лимфа поделится этим жиром с кровью, и в крови он тоже будет. Кстати, я создала еще один канал с короткими видео, в которых я делюсь секретами здоровья, полезными привычками, а также отвечаю на ваши комментарии. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Обязательно подпишитесь. Застой лимфы – это тяжелое состояние, которое встречается, например, при некоторых паразитарных заболеваниях. Если вы поедете в Африку или в Азию и вас там укусит не та муха, то, возможно, вы станете обладателем филариатоза. Филярия – это небольшой круглый червь паразитический, который поражает лимфатическую систему человека. Он селится в лимфе и вызывает отек тканей. В этом случае у человека развивается слоновая болезнь. Филариатоз относится к так называемым забытым заболеваниям, потому что чаще всего ими страдают самые беднейшие люди из самых беднейших стран. Однако в 2015 году Уильям Кэмпбелл и Сатоши Амура получили Нобелевскую премию по медицине как раз-таки за открытие вещества, способного победить этого паразита. Так что не настолько уж все прогнило в нашем обществе. Все-таки это паразитарное заболевание, это редкая болезнь. Еще лимфедема или лимфатический отек встречается у больных с очень низким иммунитетом. Например, вследствие долгого течения рака, химиотерапии,
либо после удаления некоторых раковых опухолей, например, молочной железы или некоторых видов гинекологического рака. В этом случае тоже может развиться отек, потому что повреждается лимфатическая система. Дело в том, что если у человека очень сильно снижен иммунитет, то лимфатическая система из нашего защитника превращается в хайвей, по которому распространяются активно бактерии, вирусы и даже, возможно, раковые клетки, превращаясь в других органах и тканях в метастазы. Очевидно, что если вы болеете, то разгонять лимфу, приводить ее в какое-то движение, уж тем более массировать лимфатические сосуды, опухшие, это плохая затея, потому что из этого места, скорее всего, вы просто выдавите бактерии и вирусы дальше по лимфатической системе и обеспечите себе распространение инфекции. Если у вас просто немного отекает тело или лицо, это еще не значит, что у вас лимфедема и застой лимфы. Скорее всего, нужно решать проблему с почками, кровью или гормонами. Так почему же может копиться лишняя жидкость на периферии, например, в ногах? Первый вариант – это высокое давление и сердечная недостаточность. Наши кровеносные капилляры больше похожи не на цельную трубку, по которой течет кровь, а на решето, потому что они проницаемы. Если вы создадите в этом решете большое давление, то, конечно, все, что может через него пройти, все, что может провалиться, оно будет идти с большей скоростью, в том числе и вода. Таким образом, при повышении артериального давления у вас увеличивается фильтрация воды из капилляров, и она уходит в ткань. В этом случае будет отек. Снизите давление, отек пройдет. Второй вариант связан с составом крови. Вода всегда идет к веществам, чтобы их разбавить. Где много веществ, туда она и уходит. Если у вас кровь бедна веществами, то в этом случае в воде нет никакого резона в ней оставаться. Она идет в ткани, туда, где много всяких веществ, солей, чтобы разбавить их там. Одними солями дело тут не решишь, потому что соли достаточно свободно передвигаются из капилляра в ткань и из ткани в капилляр. Но есть вещества, которые действительно удерживают воду в крови, не давая ей активно перемещаться в ткань. Это белки крови. Белки слишком большие и неповоротливые, они никуда из капилляра деться не могут. Они остаются там и притягивают на себя воду, ведь это тоже вещество, которое вода хочет разбавить. Если вы видели хоть раз в какой-нибудь передаче различные племена, например, пигмеев, то вы, наверное, замечали то, что у них достаточно тонкие конечности, они худые и большие животы. Это как раз происходит из-за того, что в их еде очень мало белка. Они очень редко могут добыть себе мясо и в основном питаются растительными продуктами. В этом случае воду в крови ничего не задерживает, она устремляется в ткани, и из-за этого у них такой большой объемный живот. Вот это как раз отек. Это не жир. То есть, если вы потребляете очень мало белка, и у вас не хватает белков в крови, то это может приводить к отекам в тканях. Увеличьте количество белка, уйдут отеки. Третий вариант – это спазм сосудов. Если вы все время сидите, у вас пережаты кровеносные сосуды, особенно еще узкие джинсы, тугие ремни, лимфе просто некуда сбрасывать лишнюю воду. Она должна уходить в кровь, а кровь нормально в этих частях тела не идет. А отеки на лице могут появиться из-за остеохондроза шеи, когда тоже пережимаются кровеносные сосуды. А в этом случае, скорее всего, к концу дня вы будете обладать головной болью, ухудшением зрения, и с утра, возможно, у вас будут отеки на лице. Поправите шею хотя бы просто упражнениями, которые укрепляют мышцы шеи, уйдут отеки. В случае же отеков тела, если у вас спазм сосудов, лучший вариант – это движение, небольшая разминка в течение рабочего дня, смена позы, в которой вы работаете, либо прогулка. Четвертый вариант, не очень частый, но все же, это кортизоловый стрессовый отек. При постоянном избытке кортизола, когда мы хронически и долго нервничаем, могут появляться следующие симптомы. Ожирение в определенных частях тела. Это в основном область живота, груди, верхней части рук и верхней части спины. В то время как жир в других частях тела, например, в ногах, будет как раз сокращаться, и они станут худыми. При этом появляется одутловатость лица, нездоровый румянец. У женщин могут появиться нежелательные волосы на лице, снизится либидо и нарушится менструальный цикл. У мужчин может снизиться потенция. При этом часто у человека появляются темные стрии, в особенности в области рук и живота. Какие-то пигментированные части кожи, например, на локтях кожа темнеет. Снижается настроение, депрессия, начинаются различные метаболические проблемы. Такие синдромы могут развиться на фоне приема глюкокортикоидов.
Это достаточно широкая группа препаратов, которые назначаются в разных случаях, в основном при длительных воспалительных заболеваниях, например, таких как ревматоидный артрит. Конечно, все эти симптомы появляются не за пару дней стресса, а за длительное время. Но тем не менее, если они начали проявляться, то это повод проверить уровень кортизола. Пятый вариант – это проблемы с почками, соответственно, нарушение оттока жидкости и солей. В этом случае у человека редкое и скудное мочеиспускание, повышенное давление, и в воде просто некуда деться, она устремляется в ткани. Такие проблемы лимфодренажным массажом тоже не решить. Нужно срочно обращаться к врачу и решать проблемы с почками. Вообще с отеками нужно и важно бороться. У организма нет никаких специальных дополнительных кармашек, в которые можно было бы распихать лишнюю воду. В любом случае отек будет надавливать на окружающую ткань и клетки, мешать их нормальной работе и даже убивать их. А теперь, как я обещала в начале видео, парочка простых способов разогнать лимфу, если уж вы решили все-таки ей заняться. Итак, первое. Лимфа движется, когда сокращаются ваши мышцы. Лимфатический сосуд, который проходит рядом с мышцей, при сокращении этой мышцы сдавливается, и лимфа проталкивается дальше вверх. Соответственно, любое ваше движение приводит к движению лимфы. Прогулка в 10-15 минут. Либо самая простая а-ля советская зарядка в течение такого же времени, каждый день, приведет к нормальной работе лимфатической системы. И более того, оздоровит многие другие системы вашего организма. Все просто. Кроме того, при более активной работе сердце создает дополнительную подсасывающую силу для лимфы, и лимфа тоже активнее идет наверх. Второе – это дыхание. Грудная клетка при каждом вдохе создает внутри отрицательное давление. Из-за этого и всасывается воздух при вдохе. То есть это все равно, что нажать на резиновую грушу, а потом отпустить ее. Внутрь всосется воздух. Это отрицательное давление подсасывает не только воздух, но еще и венозную кровь и лимфу. Соответственно, с каждым вдохом у вас поднимается лимфа по лимфатической системе. Для того, чтобы прокачать свою лимфу, достаточно выполнить простое упражнение. Сядьте в удобную позу, засеките 3 минуты и постарайтесь глубоко подышать. Слишком усердствовать не надо, не нужно доводить себя до головокружения. Старайтесь, чтобы при каждом вдохе ваша грудная клетка расширялась не только наверх, но еще и в бока и вперед. Следите за тем, что происходит в нижней части грудной клетки. Дополнительно вы можете добавить движение руками. На вдохе руки поднимаются, на выдохе опускайте. При таком движении объем грудной клетки увеличивается за счет поднятия ключиц и верхних ребер. И в таком случае вот эта подсасывающая сила растет. Поздравляю, вы разогнали лимфу. А еще сэкономили на лимфодренажном массаже. Это очень здорово, что вы заботитесь о всех своих системах, в том числе и лимфатической. Ведь от дополнительного движения и легкого массажа, без давления на лимфатические узлы, пожалуйста, особого вреда не будет. Плохо, если вы узнали что-то только про лимфатическую систему и решили, что все ваши беды из-за нее, и игнорируете все остальные проблемы и болезни. Так не надо. Чем больше вы знаете о своем теле, тем меньше вы ему вредите, и тем меньше попадаетесь на всякие рекламные уловки. И становитесь действительно здоровее абсолютно бесплатно. До следующих видео. Берегите себя. Вы можете поддержать работу канала любой суммой, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Также на главной странице канала есть кнопочка «Поддержать канал». Я очень ценю любую поддержку. Это действительно помогает продолжать мою работу.